Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня коррекция моей любимой клиентки, которая любит выкладной френч. И сегодня мы будем делать ей коррекцию, причем френч будем выполнять акрилом. Не присыпать акрилом по гелю, а именно акрилом, используя мономер и акриловую пудру. Начинаем стандартную подготовку ноготков к коррекции. Снимаем старый материал. Здесь у меня ноготочки выполнены полностью из геля, и я совершенно не беспокоюсь по данному моменту. Почему? Потому что акрил на геле всегда держится замечательно. Сняли материал, сняли прошлый стресс, который мы выкладывали, который у нас отрос, убрали длину свободного края и пилочкой сразу же придаем форму ноготкам. Потому что по подготовленной подложке, когда уже у нас готова форма, намного проще выкладывать материал. Отодвинули пушером кутикулу и алмазной фрезой вычищаем птеригий. Внимательно следим за тем, чтобы клеток птеригия на ногтевой пластине у нас не осталось. Потому что если вы оставляете птеригий на ноготочке, именно это является первой причиной отслоек. Поэтому очень внимательно вычищаем поверхность ногтевой пластины, но при этом на фрезу не давим, для того, чтобы пластину не перепилить. Все движения очень плавные, очень мягкие, и мы следим за тем, чтобы у нас работал именно скос нашей фрезы. То есть не жмем на пузико фрезы, чтобы не оставить пропил, а именно работаем кончиком. Ставим фрезу под таким уголочком, чтобы у нас вот эта вот поверхность лежала параллельно ноготочку, и аккуратненько вычищаем все, что нам необходимо. Смахиваем пыль, пробегаемся по ноготочкам праймером и наносим слой базового геля. В данном случае в качестве базового геля я использую свою прозрачку, потому что у нее очень хорошие адгезивные свойства, она замечательно сцепляется с натуральным ноготочком и не дает отслоек. Начинаем формировать язычок удлинения. Смотрите, девочки, очень внимательно. Мы не смотрим на ширину усиков френча, мы смотрим за тем, чтобы яичко удлинения у нас было узенькое и длинненькое, потому что визуально удлиняем пальчик мы именно вот этим вот узеньким удлинением, узеньким ногтевым ложем. Когда вы стараетесь сделать тонкие усы френча, у вас получаются широкие визуально ногти. На самом деле, чтобы визуально заузить ноготь, нужно добавить ширину усам френча и наоборот сделать тоньше и уже удлинение. Удлинение мы формируем гелем желе, поскольку этот материал совершенно не текучий, поэтому мы можем себе позволить сделать все пальчики вместе. Но сушить 5 пальцев в лампе неудобно, поэтому я всегда делаю 4+1. То есть 4 основных пальчика сушим вместе и один большой потом отдельно. Следим за тем, чтобы у нас формировался очень красивый, очень четкий бортик. Если кто-то еще не видел, как я учеников учила выкладывать этот бортик, обязательно посмотрите. Есть шикарнейший эфир, где работала ученица, а я ей подсказывала, как же этот бортик натягивать. После того, как мы хорошенечко просушили гель-желе, мы перекрываем ноготочки уже замесом из прозрачки и камуфляжа, для того, чтобы у нас не получилось полоски яркого цвета у кутикулы при отрастании. И именно этим замесом мы уже формируем итоговый боковой ракурс нашего ноготочка.
На этом этапе у нас уже полностью готово наше удлинение, ничем мы его перекрывать больше не будем. На то он и френч стык в стык, что он уже никакой прозрачкой дальше не перекрывается. И именно вот в такой технике получается безумно чистая, очень ровненькая полосочка улыбочки. То есть улыбочка наша получается очень красивой, очень ровной по всей поверхности. После того, как мы все это хорошенечко просушили, мы опиливаем язычок удлинения, следим за тем, чтобы у нас на нем не осталось никаких уголочков. Вот здесь вот и формируется наша улыбка. Если мы оставим уголки, эти же уголки у нас по итогу вылезут. Поэтому здесь тоже очень внимательно заужаем яичко удлинения, чтобы оно было симпатичненьким и узеньким. И в то же время следим за тем, чтобы хорошо материал выпилить в зоне усов практически до натурального ногтя. Вот здесь вот на мизинчике я немножечко скосячила. С правой стороны мизинчика, с моей стороны, я не допилила. И потом у меня усик удлинения немножечко выскочил. Я его, конечно, дорисовала, но в идеале здесь нам нужно выпилиться так, чтобы ничего потом не дорисовывать. Ну а теперь выкладываем непосредственно сам кончик нашего френча. В данном случае мы решили, что френч у нас будет вот такого вот кораллового оттенка. Берем пудру нужного нам цвета, берем мономер. И здесь я совершенно ничего не ускоряла для того, чтобы вы могли рассмотреть движение кисти. Здесь очень важно, сколько у вас мономера на кисточке и какой шарик у вас будет набираться. Чем больше мономера, тем крупнее шарик вы можете взять, либо будете брать маленький шарик, но он будет очень мокрый. В работе с акрилом, как, собственно, и с любым другим материалом, необходимо хорошенечко прочувствовать его консистенцию. Если вы разберетесь, сколько мономера у вас на кисточке и какой у вас шарик набирается, то ли сухой, то ли мокрый, то ли нужной вам консистенции, вам сразу же будет намного проще работать. После того, как мы выложили все кончики, первый пальчик, с которого мы начинали, у нас уже, конечно же, высох. Акрил сохнет у нас на воздухе, ни в какую лампу ее пихать не нужно. Мы переходим сразу же к опилу. Опиливаем согласно схемы опила нашу итоговую форму. В данном случае у нас миндаль.
Поскольку в данном случае у нас была произведена именно коррекция, не свежее наращивание, а именно коррекция ноготочков, то мы переворачиваем ручку клиентки и выпиливаем внутреннюю арочку, потому что здесь ноготочки мы немножечко вверх поднимали, чтобы они не загибались, и в то же время мы выпиливаем натуральный ноготь, он нам совершенно здесь не нужен. Он только портит нам всю нашу конструкцию, потому что он может начать отслаиваться, с ним могут быть проблемы, он пачкается, туда забиваются какие-то загрязнения. Он вообще нам не нужен, потому что у нас жесткий материал, он совершенно прекрасно себя чувствует и без натурального ногтя изнутри. Вот, собственно говоря, и все, наши ноготки на сегодня готовы. Инна ушла довольная, я осталась довольна. Ну и думаю, что довольны остались вы, потому что мастер-класс был действительно интересный. Ну а я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока!